То, чему многих дизайнеров учили 5 лет в институте и, возможно, так и не научили, я расскажу вам за 10 минут. Во всяком случае, эта информация для вас точно будет полезной. Здравствуйте, друзья! В этом видео речь пойдет о том, как правильно совмещать кухню и гостиную. Я расскажу вам о некоторых концепциях дизайна для правильного совмещения пространства для этих двух зон. Как правильно сделать ваше пространство многоцелевым так, чтобы оно отвечало именно вашим ежедневным потребностям. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Меня зовут Алексей, я арт-директор и практикующий дизайнер студии Лэш. И если вы впервые на моем канале, то обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, кто-то из них сейчас делает ремонт, и это видео будет для них очень полезным, а вам добавит плюсик в карму. Сегодня практически ни один ремонт не обходится без совмещения таких комнат в наших квартирах, как кухня и гостиная. Концепция совмещенной кухни-гостиной очень популярна сегодня, и именно поэтому все больше застройщиков предлагают различные евро-трешки и евро-двушки. Лично мне очень нравится идея совмещенного пространства по двум причинам. Во-первых, мы можем визуально сделать нашу квартиру больше, открыть больше пространства и впустить больше света в наши дома. Также такой прием позволяет усложнить визуальную структуру помещения, сделать его более интересным для восприятия и создать более уютную и комфортную обстановку для всех членов семьи. Ведь больше всего времени мы проводим именно в этих двух комнатах. И по моему мнению, хозяйке будет комфортнее на кухне, если она не будет чувствовать себя в одиночестве, занимаясь домашними делами, в то время, когда все остальные члены семьи заняты своими делами в гостиной. Как некая современная Золушка, которую оставили мыть посуду, а все уехали на бал смотреть новый сериал от HBO. Это, кстати, вторая причина. Но есть и противники такой концепции, и главный их аргумент – это то, что во время приготовления пищи запахи будут распространяться по гостиной. Как по мне, так это какая-то глупость. И если ваша еда во время готовки как-то плохо пахнет, то, может быть, тут вопрос в том, что вы готовите? Итак, объединение этих двух пространств делает нашу жизнь удобнее, комфортнее, дает нам больше пространства и воздуха, но вместе с этим мы соединяем два разных типа функциональных зон в одном пространстве, где мы занимаемся абсолютно разными вещами. Именно поэтому очень важно знать, как найти баланс и создать гармоничную композицию. В прошлом видео мы как раз говорили об этом, поэтому если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылка будет прямо здесь и сейчас. Первое, что нужно сделать, выбрать стилистическое направление, которое не просто вам нравится на картинках, а то, в котором вам будет удобно и комфортно и с точки зрения эстетики, и с точки зрения функциональности. Помните о том, что на кухне вы будете постоянно готовить, а поэтому еще ее нужно будет мыть каждый день и поддерживать на ней порядок. Ну и еще очень важно оценивать трезво свои финансовые возможности. После того, как вы определитесь со стилем, нужно добиться того, чтобы кухня и гостиная говорили между собой на одном языке. Например, если вы выбрали для себя кухню в современном стиле с чистыми лаконичными линиями, то и стилистическое направление гостиной должно этому соответствовать. Привносить элементы одного стиля в другой вам никто не запрещает, вы совершенно спокойно можете делать это. Но все же я вам советую избегать слишком сильного контраста. После того, как мы определились со стилем, нам нужно разобраться с зонированием. Тут все проще, чем кажется. Кухня, вернее ее мокрая зона, должна остаться там, где ее предусматривает застройщик. То есть, при объединении кухни и гостиной я вам крайне не рекомендую менять местами две эти зоны. Во-первых, это незаконно, и согласовать такую перепланировку вы не сможете. Во-вторых, это сложно сделать с технической точки зрения в большинстве наших квартир. Первая проблема, с которой вы столкнетесь, это слив воды. Можно, конечно, поставить санитарный насос, который позволит раковину сделать в любом месте, но он съедает полезное пространство и шумит, а это то еще удовольствие. Вторая проблема – это подключение вытяжки. Чем больше углов, тем меньше ее полезная мощность. Мы определились с зонированием.
Теперь нужно подумать о том, как мы будем использовать каждое пространство. Что касается кухни, то здесь все достаточно просто. Главное, чтобы все было под рукой. Кстати, если вам интересна тема, как правильно организовать рабочее пространство на кухне, напишите в комментариях, и я обязательно сделаю видео на эту тему. С зоной гостиной дело обстоит несколько иначе. Гостиная универсальна и порой выполняет сразу несколько задач. И от того, чем непосредственно вы занимаетесь в гостиной, зависит то, как ее нужно правильно организовывать. Ведь главная задача дизайна интерьера, на мой взгляд, это заставить пространство работать на вас. Поскольку все мы разные, и для кого-то важно одно, а для кого-то другое, то я приготовил несколько примеров того, как более логично использовать пространство гостиной. Например, если вы любите смотреть телевизор во время завтрака, то есть смысл сделать так, чтобы телевизор было видно из зоны приема пищи и с дивана. Также, если для вас важно коммуницировать с теми, кто принимает пищу в то время, когда вы смотрите телевизор, можно рассмотреть такой вариант планировки. Вот несколько правил для организации пространства гостиной зоны. Используйте один дизайн в разных зонах. Используйте диван для того, чтобы разделить визуально зоны столовой и гостиной. Размещайте ТВ там, где вы сможете его смотреть из разных зон. И не забудьте оставить место для свободного передвижения по этим зонам. Если вы не любитель смотреть телевизор и в вашей семье этому не придается большого значения, то гостиную можно организовать, поставив мебель друг напротив друга. Тем самым вы создадите обстановку, более располагающую для контакта между членами семьи или с вашими знакомыми, которые пришли к вам в гости. Теперь необходимо подумать о том, как обозначить или выделить каждую зону, чтобы наш интерьер не сливался и не был плоским и однообразным. Для того, чтобы визуально разделить наш интерьер на зоны, не нужно ставить стену или перегородку. Вместо этого можно использовать разные текстуры, формы, геометрию и архитектуру помещения. Самый простой способ – использовать ковер в зоне гостиной. Он выделит четкую границу гостиной, как бы визуально обозначит ее. Если позволяет пространство, вы также можете использовать кухонный остров для разделения зон. Также, если вы добавите в зону гостиной кресло или пуф, это тоже позволит визуально обозначить зону гостиной. Если высота потолков в гостиной и в кухне разная, это бывает обусловлено инженерными коммуникациями, то вы также можете использовать это для визуального разделения зон. Ну что ж, друзья, мы с вами определили стиль, мы сделали грамотное зонирование, правильно расставили мебель и визуально разделили пространство. Теперь нам нужно все объединить для того, чтобы создать гармонию в композиции дизайна интерьера. Теперь наша задача состоит в том, чтобы заставить эти два разных по функционалу помещения говорить на одном языке. Звучит это, конечно же, сложно, но на самом деле все проще, чем кажется. Для того, чтобы стилистически и композиционно связать эти два пространства в одно, можно использовать текстуры, материалы, цвета или формы, похожие друг на друга. Например, фасады кухни могут повторять элементы отделки стен в зоне ТВ. Цвета картин в зоне кухни могут быть похожи на цвета диванных подушек или пуфа. Материал столешницы кухни может быть из того же материала или похожего цвета, что и журнальный столик. Металл светильников гостиной зоны может перекликаться с металлом аксессуаров, декора, ручек или ножек той мебели, которая у вас стоит на кухне. Можно набрать десяток таких примеров. Главное, чтобы то, что вы делаете, не казалось намеренным, а случайным. Ведь хороший дизайн видно сразу, идеальный никогда. Не бойтесь подбирать разные материалы. Главное убедиться, что они говорят друг с другом на одном языке. Также очень важно помнить о таком понятии, как визуальный поток. Это значит, что мебель, текстуры и материалы, которые мы используем, не должны перекрывать движение вашего взгляда в пространстве.
Например, если для разделения пространства на две визуальные зоны мы выбираем диван с высокой спинкой, то он, несомненно, перекроет одну зону от другой. Таким образом, концепция единого пространства кухни-гостиной будет нарушена. Низкий же диван, напротив, разделяет пространство физически, но сохраняет концепцию. То есть постарайтесь избежать всего того, что каким-то образом перекрывает визуально две эти зоны в вашем пространстве. Теперь вы знаете, как правильно создавать концепцию единого помещения. Пользуясь этими нехитрыми правилами, вы сможете правильно, а главное гармонично, создать совмещенную кухню-гостиную. Удачи вам и увидимся на следующей неделе!